Ты не пропустишь ее. Судьба подаст тебе знак. Но какой же? Давай разбираться вместе. С вами я, Вика, и новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад или на диагностику негатива телефон под видео. Мне показано, что однозначно кто-то из вас сейчас находится, может быть, даже не там, где вы обычно живете. Это может быть какая-то поездка, командировка. Возможно, вы поменяли недавно место жительства, либо же планируете менять в ближайшее время. Но здесь, скорее всего, связано с такими крутыми переездами, если у кого это проиграется, да, кардинальные перемены в жизни. Перемены в жизни произошли не просто так. Опять же, мне показано, что самые, наверное, такие глобальные, самые большие перемены, которые произошли, они все-таки связаны с женщинами. Это как будто такая, знаете, новая дорожка в будущее. То есть кто-то уже вошел в эти такие открытые ворота в светлое будущее, кто-то уже на пороге, да. Возможно, кто-то сейчас находится в таком состоянии, что понимаете, что отношения уже, ну, ни к чему хорошему не приведут, поэтому я вот для вас, ребят, говорю, вы стоите кто-то на пороге такой дорожки в светлое будущее. Если вы кто-то даже не решаетесь, допустим, подать на развод, развестись, там уйти, разойтись, неважно в каком вы статусе, все, что вы сделаете, будет к лучшему, потому что светлое будущее у вас только-только начинается, у кого-то уже оно началось. У многих проиграется, что вы были участником любовного треугольника. И не обязательно, что это вы ходили налево, хотя тоже проиграется, что кто-то из вас, ну так, немножко иногда пошаливал, но это было либо же очень-очень давно, да, либо же, ну, в таком состоянии отчаяния. В большинстве же проиграется, что здесь измена идет от женщины. Вы человек, который, в общем-то, и моложе выглядите, и полны сил, вот как молодой. Окружающие могут вам даже иногда говорить, что где ты берешь сколько сил, да, тебе уже может быть там много лет, но ты такой еще живчик. Возможно, меня смотрят многие водного знака зодиака. Да, однозначно, ребят, ситуация вот повторяется, да, вот сигнификация, кардинальные перемены. Либо уже у вас у кого-то произошли, либо вы на пороге. И опять-таки вот карта светлое будущее, двери открыты, причем двери открыты и в личную жизнь. Но сейчас не об этом. Что еще мне поведают? Давайте посмотрим, что нам карты о вас расскажут. Очень, очень не любите наглых людей, борзых таких, да? Не любите людей, которые и вашим, и нашим, такие льстивые, обманщики, да? И все, что с этим связано. Вы, в принципе, очень быстро прощаетесь с такими людьми. Ну и опять-таки показывает сигнификации, что вы очень такой активный товарищ. Я понимаю, что много постоянных ребят меня смотрят, да, у многих ситуаций повторяются, но пусть вас даже не удивляет, если у нас сигнификация, какие-то моменты сигнификации проходят из расклада в расклад, да. Ну вот довольно часто мне показано, что вы человек... Ну, я уже, в общем-то, это озвучила, полон энергии и сексуальной энергии в том же числе. Вы, в общем-то, такой можете быть достаточно мужчина-зажигалка, вы страстный любовник, вы активный, любите таких же женщин. Вы, возможно, даже любите, знаете, вот вы добрый-добрый, но как-то вот краешком глаза вы пытаетесь просекать, где что происходит. Ну, то есть любите держать все под контролем. Особенно если это касается дома, семьи, быта, может быть, да. Были в вашей жизни женщины, которым это и нравилось, и в то же время не нравилось, да, что вы пытаетесь все своим таким всевидящим оком
лицезреть. Потому что, ну, они почему-то воспринимали, вот ваши женщины, либо женщина, что вы, ну, такой, знаете, как будто то ли тотальный контроль устраиваете, а вы могли просто, вот знаете, ну, таким образом заботу проявлять, что ли. А вот периодически воспринималось это как контроль. Ну, это если коротко. Давайте ближе к нашему раскладу, ребятушки. Какой же знак судьбы будет вам подан, да, и о ком вообще речь? Кого вы не пропустите? Ну, я думаю, сегодняшний расклад будет, конечно же, для холостяков. Ну, в принципе, я думаю, люди, которые очень счастливы, меня, наверное, вряд ли смотрят. Ну, может быть, как сериал для интереса. А так, в основном, либо же это люди, которые живут, либо находятся в токсичных отношениях, либо же холостяки. Поэтому давайте-ка смотреть, кого же вы не пропустите, да? Кто же появится в вашей жизни. На сегодняшний день, возможно, вы даже не видите достойную даму вот для серьезных отношений. Вы нравитесь, я вам скажу просто в общем, да, вот ситуация какая. Вы нравитесь разным женщинам, но почему-то вот мне акцент показывает больше на женщин помоложе. То есть вы даже не удивляйтесь, если к вам будут тем или иным образом подкатывать какие-то там такие слишком уж моложавые девушки, да, потому что, во-первых, вы и моложе выглядите, и, во-вторых, ну вот есть что-то у вас такое, то, что цепляет даже молоденьких, несмотря на то, сколько вам лет. Так вот, но для себя, вот как бы к вам ни приставали, ни флиртовали, но вы для себя пока вот, ну, не отметили женщину, которая могла бы очень сильно зацепить ваше сердечко. То есть я не могу сказать, что вот вы сейчас влюблены. Давайте сделаем маленький опрос, ребят. Напишите, пишите все. Вы сейчас находитесь в состоянии влюбленности, либо же нет. Вот что творится, как ваше сердечко трепещет, либо же оно дремлет, спит, да? Но пока вот я не вижу подходящей дамы. Причем я скажу так. Вы понимаете, да, поскольку все умные и достаточно опытные мужчины, что женщины, которых можно, ну, грубо говоря, поиметь, просто вот снять на ночь, да, ну, здесь только моргни глазом. Вы это понимаете. Вот для страсти, да, вот для страсти именно вот молоденькие очень легко бы снялись, да, мы говорим, ну, не очень таким хорошим языком, но тем не менее он такой всенародный и вседоступный. А вот для жизни нет. А вам-то хочется влюбиться, вам хочется быть тем самым вот кубковым королем, да, которого переполняют эмоции, когда хочется просыпаться и засыпать с одной женщиной. Вот пока такой дамы я не вижу. Да и вы, в общем-то, тоже. Что будет происходить дальше? Все-таки у нас сегодня расклад не об этом. Ну вот, у нас начинаются кардинальные перемены, в общем-то, о которых я говорила. В вашей жизни появится женщина, опять-таки, она будет моложе вас. У кого-то больше разница в возрасте, у кого-то поменьше, неважно. Но почему-то, вот знаете, вы не будете особо обращать на нее внимание. Она может показаться кому-то очень такой, слишком уже веселушка, хохотушка, слишком такая, ну, какая-то легкая, да, слишком такая озорная. Я даже вот не знаю, каким словом назвать. Ну, то есть она не для серьезных отношений, может показаться. Но появится некая ситуация, которая вас заставить почувствовать другие чувства к этой дамочке. Опять же, показана ваша очень сильная интуиция. Помимо интуиции, да, перед знакомством с этой молодой особой вы почувствуете, знаете, какое-то у вас будет, вот это может быть настроение необычное. Это может быть какой-то период, может быть день, два, у всех по-разному может проиграться,
Но вот вы даже сами, может быть, не поймете, вот, ну почему такое классное приподнятое настроение. Это будет своего рода знак, ребят. Вот обращайте внимание. Потому что, ну, все мы живые люди. Когда-то у нас хорошее настроение, когда-то не очень. А придет период, когда вот вы будете, ну, чуть ли не день, два, может быть, несколько дней у кого-то. Ну, вот, в общем-то, такое кайфовое настроение, да, вот вы сами не сможете понять, что такое происходит. Захочется веселиться, вот какой-то драйв, адреналин, вот такое ощущение. Это будет говорить ваша интуиция перед знакомством с новой женщиной. Хотя, как я уже сказала, поначалу вы ее можете воспринять, ну, как такую, знаете, девушку либо женщину для романа. Но, как впоследствии показывают карты, это будет шанс на вашу новую семейную жизнь. Ваша новая императрица уже в пути. То есть обращайте внимание на свое настроение. Вот такой может кому-то показаться необычный знак, да? Но вот именно ваше такое длительное приподнятое настроение перед знакомством с этой женщиной и будет знаком. Плюс у кого-то еще могут проиграться вещие сны. Обращайте внимание, эта женщина может приходить во снах накануне, да? Вы можете даже запомнить какие-то детали в ее облике. Вы можете запомнить какие-то, может быть, такие сюжетные линии, какие-то разговоры, обрывки разговоров, что она вам скажет. Ну, то есть обращайте внимание на сны и на свое настроение. То, что сначала эта дамочка, да, вам покажется, ну, такая несерьезная веселушка, хохотушка, но почему-то вот вы не будете от нее отстраняться. Какие бы сомнения у вас не были поначалу, да, хоть вы и не собираетесь романить, но будет что-то такое, что вас тянет. Это ваша интуиция. То есть ваша интуиция будет вам говорить, что нет, не прекращай общение с этой дамой. Это твоя судьбоносная женщина. И вы будете слушать. Это будет происходить подсознательно. Это подсознательно, как будто вами кто-то управляет. Поэтому не теряйте надежды, ребят, кто сейчас лапки свесил. Женщина появится. Причем, где может быть это знакомство? Опять же, мне показано, либо же это людное место, любое людное место. Это может быть там, где вы не один. Это не обязательно где-то там супермаркет, либо еще что-то. Там, где, ну, 2 и больше человек, да? Где вы будете не один, там будет это знакомство. У кого-то может проиграться в компании, да, у кого-то действительно хоть там в парке, на концерте, ну, в общем, где угодно, хоть и в автобусе. Людное место. Мы конкретизировать не будем, потому что это общий расклад, и я не хочу, чтобы вы себя вот просто все программировали. Вот если я скажу сейчас, там, к примеру, в дороге вы знакомитесь, либо на работе, либо еще где-то, и вы будете смотреть всех женщин, обращать на них внимание именно в дороге, либо на работе. Так не бывает. Вас много-много, поэтому у каждого своя будет ситуация. Как же будут ваши отношения развиваться? Как я уже сказала, да, вот вы поначалу будете осторожничать. Не будет никаких серьезных мыслей, там, задумок, да, сближения. Вот общение будет легкое, вот на ее уровне. Веселушки, хохотушки, вот уровень флирта. Но какое-то внутреннее притяжение будет присутствовать. Опять же, это будет говорить ваша вселенская такая интуиция. Эта женщина, вот она будет обладать каким-то таким, может быть, энергетическим магнетизмом. Есть какая-то в ней изюминка, как говорят в женщинах, которая очень притягательна для мужчин. Вы сами не поймете, да, вот как и каким образом вы начнете сближаться. Я не скажу, что это будет очень быстрое сближение. Но, в принципе, вы не будете собой управлять и руководить. Это будет какое-то такое, знаете, ну, само собой разумеющееся сближение. Это будет, ну, очень так гладко, как по маслу. Вы не заметите, знаете, как бывает, не заметите, когда первый раз поцеловались. Потом не заметите, как оно само собой получилось, и все, и вы уже проводите и ночь вместе, и день вместе, да.
Вот не будет каких-то договоренностей, серьезных таких разговоров, давай попробуем отношения, либо еще что-то. Это все глупости. На самом деле очень классно, когда вот оно идет все своим чередом. И даже те, которые из вас подумают, что как я мог так ошибиться, да, вот как я мог подумать, что она всего лишь для романа. Но это вы поймете чуть попозже, когда с ней пообщаетесь, да. Все больше будет притяжения, все больше будет мыслей об этой женщине. Все больше захочется проводить с ней время вместе. И вы будете, вот как я уже сказала, сами себя немножко так ругать. Да, как я мог так подумать, что она для романа. Ну, к ней тянет, вы поймете, что вы начинаете влюбляться. Начинается действительно такое большое-большое чувство, о котором вы многие мечтали и которое вы так ждете. Ну, опять-таки, императрица, ребят, ну что я могу сказать? Если вы того захотите, это уже у нас из расклада в расклад переходит, вы можете спокойно поменять свой статус. Она может стать вашей женой, у кого-то, даже если возраст позволяет, у вас могут быть еще дети. Поэтому, мои хорошие, судьба подаст вам знак, но не забывайте, как я сказала, кто-то во снах увидит, да, свою вот будущую такую судьбоносную встречу. И плюс на свое такое, ну, супер приподнятое настроение, какой-то адреналин. Ну, то есть это будет состояние, на которое нельзя не обратить внимание. Я думаю, раньше у вас такого не было. Это будет ваша такая внутренняя интуиция, что вот, знаешь, как будто интуиция вам заранее даст знак, что у тебя скоро такая класснючая женщина появится, у тебя скоро такие класснючие отношения будут. И вот эта вот приподнятость, это и будет вашим знаком. В хорошем плане, да, ребят? Не угнетенное состояние, ни в коем случае. Это не знак, это скорее, ну, это что-то негативное, да, когда угнетенное состояние. Опять же, я немножко отступлю от темы, но бывают знаки негативного характера, тоже можно обращать внимание, когда вот вы ходите, вроде бы причин никаких нет, ничего такого не случилось, а вы вот, ну, такой поникший, вы как будто расстроенный. Это тоже может быть, но опять же, это может проиграться и у тех, у кого есть какие-то магические способности. Это может быть как предчувствие, да? Предчувствие того, что что-то нехорошее произойдет. Поэтому вот обращайте внимание на свое такое шестое чувство. Ну, то, что судьба вам подаст знак, это однозначно и потрясающая женщина, которая сначала вам покажется несерьезной. Ох, как она украдет ваше сердце. Чего я вам всем желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!